Так, девчонки, вот у нас спецблонд, вот видите, вот смытый спецблонд, вот так вот он, в общем-то, достойно выглядит. О чем я вам говорила, это о том, что за счет седины мы обыгрываем. Смотрите, видите, получается как эффект мелирования. Видите, поэтому спецблонд очень классно получается, когда седина рассеяна, ее не так много, естественно, не очаги. Видите, получается очень красивый эффект. То есть такой натуральный достаточно цвет с бликами. То есть очень-очень-очень мне нравится, как получается. Вот седина, которая имеется в виду, вот такая, видите? То есть она есть, да, сколько тут получается процентов у нас? Ну, вот в этом месте, наверное, процентов 30. Но там на затылке ее совсем у нас практически мало. Сейчас посмотрим. На затылке тоже тут появляется какая-то, ну, единичная, там процентов может быть 10-15. Вот, поэтому то, что я говорила, это именно выглядит вот так. Вот так мы с вами наносим сразу спецблонд, на такую седину мы его наносим. Получается, видите, вот красивый результат. Так, вот, девчонки, значит, мы покрасились, ну, естественно, подстриглись. Просто можете посмотреть, что у нас тут, какая стрижечка. Я, Мариш, я тут на тебя посмотрю чуть-чуть. Улыбочка. А теперь давайте с цветом. Значит, так, вы помните, у нас была шестерка с вами, да? Цвет, как вы понимаете, не передается нормально у нас камерой. Но как-то надо нам его с вами увидеть. Так, цвет на самом деле внутри серый получился, серенький. Он такой более затемненный. Как же вот этого наладить, чтобы было видно? Может, этот цвет включить? Не, там теплый цвет он. Вот, смотрите, да, вот я здесь поближе показала, здесь вроде уже видно по оттенку. Значит, у нас он у корешков чуть-чуть посерей. И мы сэмульгировали. Так, давайте, значит, пока я не забыла, что я здесь добавила. Значит, у нас идет спецблонд плюс усилитель. Значит, это получается 20 плюс 10. И плюс микстона антижелтый 6 грамм. Дальше 2 грамма у нас пепла, 1 грамм G1 и 1 грамм зелено-синий, 32, да? Ну, получается, это какой? 32, это нет, это по Constant Delight 32. Значит, и зелено-синий, в общем, 1 грамм. И вот у нас вот такой вот холодный получился цвет. Видите, вот такой красивый. Обратите внимание, как у нас с вами седина здесь, видите, смотрится. Я вам показала поближе, видите, корни очень красивые получились, ровненькие. И вот за счет седины, видите, получился эффект мелирования. Так что я вам прям очень рекомендую вот это вот использовать. Видите, красится хорошо. Давайте попробуем, посмотрим затылок с вами. Цвет, конечно, не передается у нас. Вот, в общем, показываю вам, что цвет везде у нас получился ровненький. Вот, отсвечивает, конечно, все. И здесь я не тонировала. Здесь мы эмульгировали в мойке на 10 минут. Он везде у нас с вами получился, видите, ровненький. Вот так. Вот такой вот красивый цвет. Вот такой вот рецепт. Так что вот пользуйтесь. А Маришу все спрашивают, естественно, чем она красится, да? Да. Вот. Всегда спрашивают после того, как она от меня приходит, чем же так ее красиво покрасили. Так что пользуйтесь спецблондами. Мы все стираем тайну. Значит, вот смотрите, я вам хотела про спецблонд показать тогда, когда мы с вами красим совершенно по-другому. Вот я вам показываю здесь седину. Видите, здесь процентов 50 у нас получается. А здесь у нас, видите, рассеянно. Здесь у нас всего лишь, сейчас я посмотрю, скажу, сколько приблизительно у нас. Вот у нас процентов 30, видите. И получается, что мы с вами красим все сначала здесь, на затылке. А вот эту седину мы с вами будем красить через 20 минут. То есть только через 20 минут после того, когда время выдержки уже пошло. Вот эти зоны мы с вами будем красить в конце. Видите, вот все это надо будет аккуратно выбирать. Выбираете все то, что у нас темное, и то, что вот это светлое, где седины больше, оставляете. И только на последнее время уже наносим их. Вот смотрите. Достаточно сложные очаги, видите, такими кляксочками везде. Но надо не лениться будет и равномерно разносить. То есть сначала выбираете все самые темные зоны, а потом, естественно, через 20 минут, когда время пошло, мы с вами будем наносить уже вот эти вот светлые. Пропорцию смешивания скажу. Пойду подумаю и потом все скажу.
Самое главное, это я вам забыла рассказать. Вот обратите внимание, видите, идет у нас опять за счет седины вот этот вот красивый блик, как будто сделано мелирование. За счет этого цвет получается, вот видите, такой вот прям белоснежный, кипельно-светленький. Видите, потому что вот наше мелирование вот здесь на седине, мелирование, простите, наш спецблонд вот так вот на седине у нас с вами играет. Видите, очень красивый эффект получается. И всегда волос светленький, ухоженный. Вот смотрите, наносим именно так. Нанесли на все. И вот этот пятачок, видите, вот он у меня достаточно большой пятачок. Поверни, пожалуйста, голову чуть ко мне. И вот здесь вот еще вот у меня пятачок такой же, видите, я его тоже еще не покрасила. Вот мы с вами время засекли, и через 20 минут мы подойдем уже и нанесем на вот эту зону, которую мы оставили. То есть сначала нанесем на все, и потом еще плюс на эту зону. Так, ну вот теперь мы покрасили, вот заодно как бы посмотрите, какая у нас красивая стрижка тут получилась. И теперь вот наш цвет. Вот обратите внимание, вот у нас с вами седина, которая была 50%. Видите, насколько красиво. Значит, смотрите, здесь у нас опять же нет тонирования. Видите, у нас есть эмульгирование в мойке. И вот эта вот растяжечка в мойке, видите, дает вот такой вот плавный переход. И вот видите, как красиво получается у нас корешочки. Вот у нас именно спецблондом. Вот здесь у нас 50% седины. Помните, через 20 минут мы с вами наносили на всю, скажем так, на все волосы, оставляя вот этот вот кусок сначала не прокрашенным, потом вот этот кусок на 20 минут в конце. Значит, пока я помню, что мы делали сюда, что мы добавляли. Значит, у нас спецблонд идет, значит, усилитель 10 грамм. Дальше у нас идет микстона, значит, антижелтый у нас идет 6 грамм. И по 1 грамму пепельный G1 и G2. Все.